Индия и Армения находятся на финальном этапе подготовки крупных оборонных соглашений общей стоимостью от 3,5 до 4 миллиардов долларов. Предстоящие меморандумы о взаимопонимании предусматривают широкую модернизацию армянских систем ПВО, ракетных комплексов и артиллерии и отражают стратегическую линию Еревана на диверсификацию источников вооружений, что постепенно снижает его зависимость от российских поставок. По данным индийского телеканала Republic Network, ключевым элементом обсуждений стала интеграция в армянскую многоуровневую систему ПВО новейшей ракеты Akash-NG с увеличенной дальностью перехвата и улучшенной точностью наведения. Параллельно растет интерес и к сверхзвуковой крылатой ракете «Брамос», спрос на которую заметно увеличился после ее успешного применения в рамках операции «Синдуур». Армения рассматривает возможность не просто закупок, но и лицензированного производства отдельных компонентов «Брамос» на своей территории, шаг, который стал бы существенным усилением технологического сотрудничества. Одновременно продвигаются переговоры по реактивным системам залпового огня «Пинака», которые рассматриваются как один из способов усилить огневую поддержку артиллерийских подразделений. Эта линия сотрудничества развивается уже несколько лет и стала логичным продолжением сближения между двумя странами. С 2022 года, согласно данным Индийского исследовательского центра ИТСА, Армения приобрела у Индии значительное количество вооружений: РСЗО «Пинака», противотанковые ракеты «Конкурс», минометы, боеприпасы, гранаты калибра 30-40 мм, самоходные и буксируемые гаубицы 155 мм и антидроновые системы ЗЕН, а также батареи ПВО Akash и Akash-NG. В 2023-2024 годах стороны обменялись военными атташе, что существенно укрепило институциональную основу дальнейшего сотрудничества. Ранее Ереван заключил контракт на $40 миллионов на поставку 4 радиолокационных станций «Свати» для обнаружения артиллерийских позиций. Эти РЛС прошли испытания на нестабильных участках армянских границ и, по данным местных военных, продемонстрировали лучшие характеристики по сравнению с российскими и польскими аналогами. Помимо военно-технических соглашений, Ереван и Нью-Дели развивают и дипломатическое измерение сотрудничества. 12 декабря 2024 года в Нью-Дели прошел второй трехсторонний диалог Индия-Иран-Армения, посвященный вопросам региональных торговых коридоров, туризма и гуманитарных проектов. Спустя неделю, 19 декабря, Армения участвовала в оборонных консультациях в Афинах совместно с Грецией и Кипром, подчеркивая стремление выстраивать партнерские форматы с государствами, разделяющими ее подход к региональной безопасности. Каждая новая сделка поддерживает индийскую государственную инициативу «Make in India», направленную на развитие оборонной промышленной базы объемом до $26 миллиардов к концу десятилетия. Для Армении же сотрудничество с Индией означает постепенное обновление арсенала, десятилетиями основанного на советском наследии, а также укрепление собственных оборонных возможностей за счет технологий партнера, который позиционирует себя как стабильный и экономически эффективный поставщик. Отметим, что 6 ноября 2025 года секретарь по продвижению оборонной продукции Министерства обороны Индии Амит Сатиджа провел встречу с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном. Обсуждались совместные предприятия, расширение производственного сотрудничества и создание дополнительных технологий, которые могли бы усилить двусторонние оборонные связи. А 7 ноября сего года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял заместителя министра иностранных дел Индии, секретаря по западным вопросам Сиби Джорджа, прибывшего в Ереван для двусторонних политических консультаций. В ходе встречи стороны обсудили динамично развивающееся в последние годы армяно-индийское партнерство, результаты которого уже заметны в различных сферах сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах развития двусторонних отношений. На фоне расширяющегося оборонного партнерства между Ереваном и Нью-Дели появились публикации индийских СМИ о якобы готовящейся покупке Армении истребителей Су-30 МКИ. Однако представители Hindustan Aeronautics Limited
заявили, что официальных уведомлений из индийского Минобороны не поступало. Минобороны Армении также подчеркнуло, что закупка этих самолетов не планируется. Один из руководителей Hindustan Aeronautics Limited отметил, что компания не была информирована о подобных переговорах. Тем не менее, слухи усилились вскоре после открытия новой производственной линии самолетов Tejas МК-1А в Нашике, что само по себе создало информационный фон, интерпретируемый как признак более масштабных инициатив. Если бы Армения все же рассматривала Су-30 МКИ, интерес мог бы объясняться гибридной конструкцией самолета. Российская платформа, дополненная индийскими системами, что обеспечивает улучшенные тактические возможности. Для Индии экспорт Су-30 МКИ стал бы историческим событием, поскольку страна ранее экспортировала радары и ракеты, но никогда боевые самолеты. Это укрепило бы позиции Hindustan Aeronautics Limited и стало бы знаковым этапом ее развития. Однако производственные мощности компании уже заняты выполнением заказа на 12 новых Су-30 МКИ для собственных ВВС, а также подготовкой к крупной программе модернизации Супер Сухой. На фоне этого Баку, тратящий 21% государственного бюджета на оборону, выражает обеспокоенность армянскими закупками вооружений. Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что милитаризация Армении якобы угрожает региональной стабильности и противоречит духу мирных процессов, включая демаркацию границ и обсуждение мирного договора. По словам азербайджанской стороны, наращивание вооружений Ереваном препятствует доверительным мерам и подталкивает к гонке вооружений. Гаджизаде также прокомментировал деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении, заявив, что она используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Он подчеркнул, что Азербайджан добился включения в текст возможного мирного соглашения положения о запрете размещения на армяно-азербайджанской границе миссий третьих сторон, включая европейскую. В совокупности эти процессы отражают глубокие изменения в региональной архитектуре безопасности. Индия стремится укрепить позиции экспортера современных вооружений, Армения пересматривает прежние модели зависимости и выстраивает альтернативные каналы обеспечения безопасности, а Азербайджан внимательно отслеживает эти шаги, пытаясь ограничить внешнее присутствие в регионе. Новые соглашения могут заметно изменить баланс возможностей на Южном Кавказе и стать одним из ключевых элементов формирующейся региональной динамики. В конце хотим, чтобы вы обратили внимание на статью аналитика Майкла Рубина, где он вновь поднимает вопрос о реальном облике и политике Азербайджана и его руководства. В своей публикации Рубин отмечает, что президент Дональд Трамп действует правильно, предпринимая меры против угроз международной безопасности и применяя санкции для давления на государства, нарушающие международные нормы. Однако, когда такие страны, как Азербайджан, получают похвалу за правильные заявления, а затем действуют противоположным образом, они подрывают региональную безопасность и ставят под сомнение эффективность политики сдерживания. Автор подчеркивает, что Белый дом и Госдепартамент должны соотносить свои действия с реальностью, а не с политической риторикой. По мнению Рубина, хорошим началом было бы побудить Баку прекратить поддержку репрессий по религиозному признаку, экстремистских групп и нарушения международных санкций. Эти моменты, отмеченные Майклом Рубином, вызывают обеспокоенность у армянского населения в регионе. Если вам был интересен выпуск, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и включите уведомления. А также пишите свое мнение в комментариях. Нам важно знать вашу точку зрения.